Вырезаешь вот это все, военкомат, выкладываешь, и меня хуесосит в тройне. Если будет нудятина, скажите, скипнем. Ну, вся инста такая, ну, тоже верно. Я инстаграмом пользуюсь только, чтобы порой посмотреть на каких-то красивых девочек-косплеерш и всякое такое. Потому что дефолт инстаграм-креаторы, или как это назвать, инфлюенсеры инстаграмовские, для меня максимально неинтересные люди. Прям, не знаю, они все настолько одинаковые. Обитатели Твиттера чаще всего становятся известны из-за отсутствия интеллекта и избытка веселящих Нудятина, скип на доту сразу. Огмус. субстанций. Миллион на луз, так и Благодаря хочет им мы все поставить. познакомились с бывшей командой Vegan Cafe Freak, стали невольными свидетелями созвона на троих по изнасилованиям, а потом дружно Так, пытались тише будь. отмыться от чтения рассказов про полиаморные отношения. Казалось, что ни одна другая соцсеть не сравнится с Твиттером по уровню кринжа. Но мы Не-не-не-не-не. все глубоко заблуждались. Тредс хуже Твиттера, вот именно, это самое жуткое. То, что Тредс умудрился быть хуже даже, чем Твиттер. Узнала, что люди делают пересадку кала в целях омоложения и похудения. Мне кажется, это дно в сфере косметологии. За последнюю неделю увидела в разных Что соцсетях это? обсуждение про донорство и пересадку кала. В последнем прочитанном посте обсуждалась пересадка в Что это, блядь? косметологических целях. Я о А таком что у них там за актуальные насущные темы? способе оздоровления микрофлоры кишечника узнала больше года назад в контексте Инстой только пользовался, чтобы пробить чела, даже ак свой забыл. лечения аутизма. Твою За мать. донорство кала начали платить в Японии. По- За каждый Почему у них тема дня это говно? образец Вы чё? заплатят по 2700 рублей. Ученые собирают фекалии для изучения Зачем ты это закрепил? кишечных Алло, Сеня, что за хуйня? бактерий. Того гляди и до других стран дойдут, где люди будут готовы продавать свое говно дешевле. Как скачать Кто-нибудь Тредс? сделал пересадку кала. Сыну 16 лет. Диагностировали клиническую Да депрессию. что это Врачи вообще? говорят, что это может помочь. Нет, Может скажите мне, что это мировой рофл. Они клиническую депрессию собрались говном лечить? Что? Алло? есть у кого знакомые клиники. Я Что происходит? пересаживаю кал на дому. Врачам не доверяю. Расскажите, Нет, как ну это же мировой рофл, ну это... Нет, ну это же шутка. Это же шутка космического, галактического масштаба. Я не верю. вы это делаете. Рассказываю и показываю весь процесс в закрытом телеграм-канале. Никаких космических нанотехнологий для этого не требуется. У Добавьте, них есть закрытые ТГ-каналы по пересадке пожалуйста, будьте добры. Понимаю, у вас в голове сейчас один единственный вопрос. Конвей, что за хуй мы только Что что это прочитали вообще? и послушали? Это типичный пример общения в Threads. Соцсети, о которой каждый из вас слышал ровно один раз, а потом забыл про ее существование. Это такая смесь Пиздец. фейсбучного интерфейса и аудитории одноклассников. Да, Цифровая да, дымка для да. тех, кто не Вот справился такое. с нормальными платформами. Инфо-цыгане, тарелочницы, воодушевленные миллениалы с шутками времен Башорга, любители ауф-цитат и, конечно же, среднеазиатские мужчины в поисках чистой Бля. любви. И благодаря этой специфике Тредсы стали великолепным источником качественного контента, на который мы сегодня и посмотрим. Чтобы Там понять, что делает ужасные Threads люди. таким проклятым, нужно начать с самого начала, с его основания. В июле 23-го Илон Маск ввел жесткие ограничения в Old Gangsta сети для разжижения мозгов в Твиттере. Чтобы просматривать твиты, теперь требовалась авторизация, хотя раньше ничего такого не было. Но даже авторизированные Меня пользователи- Твиттер постоянно банит, потому что думает, что мне нет 18. ТикТок меня банил, потому что думал, что мне нет 18. Алло! Почему Лизу Анохину не банили? Пользователи столкнулись с Вопрос. тем, что не могут читать сколько захотят, ведь Маск ввел лимиты на чтение. Лимит для бесплатных аккаунтов был установлен в 600 твитов в день, а для платных в 6000. После некоторого публичного недовольства лимиты подняли до 1000 сообщений и 10 тысяч соответственно. Но это, скажем так, было не сильно лучше. Причиной для таких драконовских мер был скрейпинг. Для тренировки всяких ИИ компании в автоматическом режиме собирали данные с сайтов, включая соцсети. И, согласно заявлениям Маска,
Маска такой сбор сильно мешал работе Твиттера. Конечно, Отлично. в недалеком будущем обнаружится, что тренировать языковые модели на зигах из Твиттера очень плохая идея. Ужас. Можно случайно вырастить собственного Блядь, мета-Гитлера. А вот о нем ужас. видос в подсказке. Но тогда до великого Следующим будет Twitch. Можно? Ну, не надо, пожалуйста. А тебе сколько? 17? Ну да, почти. Там лет 5 примерно. помешательства Разница. Грока было еще очень далеко. В тот момент Маска больше всего волновало, что купленная им соцсеть теряет деньги, рекламодателей В другую сторону! Блядь. Нет, не туда ты считаешь. Не в минус, а в упала плюс. в цене. Поэтому он делает то, чем больше всего любят заниматься SEO бигтеха. Творит тупую хуйню, чтобы позлить пользователей. На вой обиженных твиттерских прибежал Марк Цукерберг. Топорщит чешуйчатый гребень на солнце и предложил спасти их от произвола. А для этого цукерберговская мета в срочном порядке запустила новую платформу микроблогинга — Threads. Threads действительно Ура, запускали в Threads. попыхах. Возможно, индусы Цукерберга... По ним видно. По этой площадке видно, что было создано, знаете, из говна и палок на коленке. На Поэтому там о вайп-коде говне и клон пишут. Твиттера за пару дней. Но мне кажется, даже Ганеш ЖПТ на такое не способен. Скорее всего, проект начали готовить еще годом раньше, когда Маск купил Твиттер, а потом ждали удобного инфоповода, чтобы запуститься. Но некоторые фичи до релиза не дожили, в том числе хэштеги, поиск, личные сообщения и не мобильная версия. Последние три мощные инновационные функции впоследствии добавили, а вот хэштеги не стали. Ну, может, потом Вы как-нибудь. чё? Но вообще это на самом деле был правильный ход. Лучше успеть запуститься, пока есть Вкусные горячие русские инфоповоды, когда? и можно словить изначальную долю хайпа. В противном случае про Threads вообще бы никто не узнал, скорее всего. А я вернусь к Цукербергу, который тоже решил ловить, пока дают, и запустил Threads. Правда, у него это получилось так себе. Надо было дождаться моего промокода. Набор функционала, как у бедного родственника, многих смутил, но желающих переползти в соцсеть Цукерберга все равно нашлось много. Так нет, потому туда что в Threads- полезли все вот эти инстаграмерские инфлюенсеры, которые мало уже вставлять вот такой вот текст под постами, им дайте еще просто отдельную внутри соцсети, еще одну соцсеть, которую надо докачивать дополнительно, чтобы там писать кучу постов. Просто текст с текстом срать. Боже мой! Ну, Была фича помощнее. В эту новую проклятую соцсеть можно и нужно логиниться через Инстаграм. То есть, если у вас есть аккаунт в Мета, вам даже регаться не надо. Просто заходите и пользуйтесь. Для нормальных людей это так себе достоинство, если честно, но учитывая, как в Страта работает регистрация в сервисах Мета, это вообще-то важная часть функционала. На волне хайпа и при помощи простого логина через Instagram Threads очень быстро вырос. За 5 дней новая платформа собрала аж 100 миллионов человек. Для сравнения, прошлый рекордсмен, ChatGPT, шел к такой Ага. цифре 2 месяца. В Threads валом повалили Мгм. обиженные на Маска твиттерские и охочие до новенького, до популярного юзера. Маска, Это понятно, ужас. ситуация взбесила, и вот дед знаете, какое-то время, да даже, кстати, до сих пор, именно закоренелые такие тиктокерские чувачки, которые хороший контент, интересный, что-то прикольное снимают туда, они жалуются на инстаграмовских, которые почему-то не сидят в своих инстаграм-рилсах, а лезут в тикток, высирая там вот эти типикал инстаграмные просто подборки картинок с подписями какими-то километровыми, очень странными, очень сомнительными, их никто не понимает, никто не хочет на них подписываться и их смотреть, а эти персонажи рассказывают о том, как вести свой блог и так далее, и, ну, а нахрена? Нахрена ты здесь, если, ну, иди в свою инсту, сиди дальше там. Что ты хочешь здесь от ТикТока? Здесь немножечко по-другому все выглядит. Но они уже там скучковались, там уже вот есть прям отдельные, ну, знаете, у всех же рекомендации по-своему настроены, вот у этих инстаграмовских свой такой вакуум, и они сидят, у них свой инстаграм в ТикТоке. пошел чудить. Запретил давать линки на Threads в Твиттере, чтобы заткнуть течь. А потом вызвал Цукерберга на поединок в октагоне. Причем Цукерберг Ага. согласился, потому что он реально занимается борьбой. Ага. Потом Маск обозвал фейсбучного соперника обидным словом и предложил более мужское состязание. Цукерберг Куколд, предлагаю провести осуждаю. соревнование по измерению члена. Во-первых, Что происходит? твой фейсбук полное фуфло. Во-вторых, Марк Цукерберг, Мгм. ты ебаный кукол. Да, блядь, осуждаю! И в-третьих, у тебя, друг мой, я забираю галочку в Твиттере. В итоге Что? Маск слился, о чем Цукерберг торжествующе объявил в Threads. Я думаю,
Мы все можем согласиться, что Илон не относится к этому серьезно. И можно забыть, что что-то было. Обычные публичные Ну ладно. бизнес-разборки. Но пока они шли, пользователи в Threads прибывали, и все разговоры у них были о том, что Вот, вот вернулись мы сейчас к теме. новенькая соцсеть одолеет Твиттер. Трец победит Твиттер. Согласны или нет? Трец скоро превзойдет Твиттер. У Твиттера 368 миллионов пользователей. Трец, вероятно, достигнет этой цифры примерно через неделю. не Но знаю. тогда им придется удержать всех этих пользователей. И в предвкушении старались как можно быстрее собрать подписоту в новой соцсети, чтобы стать новыми лидерами мнений. А для этого просто фоловили друг друга. Отреагируйте, я добавлю вас. Ой, началось, да. И вот смотрите просто по аватаркам даже. Это вот типикал инстаграмовские инстаграмы. Вот я ничего не имею против, но просто вот этим людям не надо было давать свой твиттер, потому что, ну просто ужасно то, что там начало происходить. Кто отреагирует? Мне нужен партнер для чата. Но Я что-то попрошу пошло классуху не так. сделать там Уже на группу следующий класса. день после пика Threads начал сдавать. И да, терять пользователей. Хайп закончился, большая красивая цифра превратилась в тыкву и сдулась где-то до 10 миллионов. Вернее, отфильтровалась. Из всех А знаете еще в чем прикол? Очень много популярных чувачков сейчас в тредсах — это люди, которые перезаливают в тредсы истории из Твиттера, блядь, 6-7-летней давности. Прям очень старые истории, которые пастами ходили прям по всему Твиттеру. Они это хуят в тредс, и там люди на серьезке их обсуждают, говорят, типа, блин, как же ты так столкнулся с таким? А я это читаю, я понимаю, что я это все видела уже годами ранее, вообще в другом месте, где это уже миллион раз было обсуждено. Ну, блядь. 100 миллионов остались самые Ужас. упорные и упоротые, самые отбитые, самая суть нового поделия Цукерберга. Я не просто так начал с пересадки кала. В отличие от кишечной бактерии, взять и единомоментно переместить аудиторию и контент с одной платформы на другую невозможно. Даже Но внутри одной Паут корпоративной другая экосистемы. Перелить немножко аудиторию одной сфера. соцсети мета в другую. как сфера? С радостью и готовностью покорять новое пространство пойдут весьма своеобразные люди. Мы, конечно, много кринжуем с айтишников из-за Ага. дела, но представьте ленту, написанную скортницами, бизнес-коучами, Блин, и да, просветленными да, вот это, кстати, факт. Тредсы так и выглядят, это ужас. всех мастей. Да, сторонники успешного успеха и дыханием всеми органами, кроме легких, реально пришли в Threads с платиновыми взятиями о сути жизни. Стоит ли увольнять человека, если он демонстративно отказывается приходить на общие собрания, которые выпадают на его выходной? График 2 на 2, и если собрание в его рабочий день, он приходит. Такая куча обиженок собралась. Мама дорогая, вы для чего вообще работаете? Ради денег? Вот, алло, вы для чего вообще работаете? Ради денег, бедняжки? А ради чего мне работать, я извиняюсь? Ради того, чтобы у тетеньки или дяденьки, на которого я работаю, бизнес процветал, мне вкладывать в это всю душу, все свое здоровье, во все свои выходные приходить? Наверное, да, наверное, ради денег я работаю, блин. Бедняжки. Из Действительно. размышления Ты ради чего стримишь ради денег? Это останется загадкой. о том, что отличает их от обычных Ради идей на обывателей. энтузиазме. потеху, собственно, нормисам, которые составляют вторую половину пользовательской базы. В моем окружении 20 плюс миллионеров. И не с одним из них Клянись! мы не обсуждали Третью мировую войну, Иран и Израиль, будто в нашем мире этого в принципе нет. Захожу в Трец или Твиттер, у всех паника. Почему так? Но вас Блядь, меня очень смешит формулировка. В моем окружении 20 плюс миллионеров. дорогие зрители, я настоятельно умоляю меня в чате, если что, отфильтроваться на мой ну, Twitch, на котором я стримлю все 3 раза в миллионеры. неделю, и в Telegram. Все ссылки в описании. Нормисы в Threads очень культурные и прошаренные. Вот, посмотрите, они умеют читать. Решила перечитать «Триумфальную арку» и все-таки Ага. думаю, что ремарк для подростков. Раньше казалось, что там такой трагизм, так? а теперь столько вопросов вызывают герои. Наверное, лучше бы они этого не Ой-ой-ой. делали. Зачем они столько пьют? Откуда у них столько денег на крепкий алкоголь? Если главный герой еврей, почему ему не помогает Так. еврейская община? Ага. Как он делает операции, если по ночам не спит и сильно Ага. пьет? Почему все говорят так высокопарно и никого это не удивляет? Ага. Сразу видно, что Блин, человек не знаком раскидала. с жизнью в тбилисской иммиграции. Чтобы не особенно напрягаться с продвижением аккаунтов, более хитрые пользователи Threads воруют друг у Я друга работаю ради кайфа, но и денег тоже, если нет кайфа, ну болт на эту работу. Так вот именно, что ты работаешь ради кайфа, если ты работаешь либо на самого себя, зачастую, либо, ну, ты реально смог попасть, тебе очень повезло, но давайте так, это случается у
меньше половины населения, как мне кажется. То, что ты попадаешь буквально на работу своей мечты, которой ты даже готов отдаваться. Но первостепенно-то в любом случае твой главный мотиватор для работы — это деньги, за счет которых ты будешь жить. А там уже удовольствие и неудовольствие, ну, это тоже важно, но не настолько, как заработок. Ну, это мое мнение, не знаю, можете как-то попробовать поспорить, но я вам скажу, что вы не правы. Ладно, я шучу. Я по заказам строитель-реставратор, но это звучит интересно. И платиновые взятия. Сколько идеально мужчин в СНГ? Если мужчина 2535 лет, доход 30 миллионов, 5000 долларов в месяц, здоровый. Что это вообще? Если добавить 180, А что они Это считают? вообще один из маркеров Threads. Если кто-то пишет особенно удачный текст, то его подхватывают и копируют. Но не иронично, как в соцсети X, а с серьезным ебаном. Кстати, да, в этом тоже большая проблема тредсов из-за того, что там мега нормисные такие инста-типочки сидят, то у них вообще нет понятия юмора, иронии, сарказма и прочего. Они все делают на фул ебале, и это все такой дикий кринж, но он на такой серьезке. Они настолько искренне верят в это все, что они делают и пишут. Это прям... Мне сложно на это смотреть. Мужчин не повод цепляться за долбоебов и оленей. Аудитория из Тугосерь на полном серьезе общается с копипастой, соблюдая традиции интернета. Threads обожают на показ рассказывать абсолютно невыдуманные реальные истории, о которых невозможно молчать. Где-то 80% из них пишут бежевые тети с миллилитром в губах, и все они постоянно про их тарелочные вылазки. За 2 дня со мной познакомились 20 мужчин. Это те самые 20 плюс миллионеров в окружении предыдущего челика, который писал пост. Так. И не просто привет-привет, Ага. а приглашение на ужин, прогулку. Реально, вино это и те самые вообще 20 на плюс любые миллионеров. желания, какие только душа попросит. Первый ужин с хозяином обменника. Завтрак Ой-ой-ой. с владельцем кафе, в Ой-ой-ой. котором я ужинала с новым знакомым. Мгм. Обед на берегу моря со спасателем, а ужин Мгм. уже с хозяином отеля. И, внимание, ни один из них не пытался меня подцепить, никто не настаивал Блядь, на что? продолжении. Все были вежливы, щедры и просто кайфово общались. Столы ломились от Я не угощений, понимаю. тосты с пожеланиями. Послезавтра с Майклом Джексоном. Искренний интерес к моей истории, никакого давления, только тепло и уважение. Как видите, в этой проклятой соцсети в вечной Не битве знаю, для инфлу- меня такие истории максимально странные. и тарелочниц побеждаются, кажется, тарелочницы. Но это не точно. Зато с количеством полов в соцсети Цукерберга определились. Как их подсчитать? Очень просто. Вы видите ребенка впервые, мальчик Так. или девочка? Чтоб определить, нужно пнуть, если заплакал, то мальчик, если заплакала, то девочка. Есть только два. А если заплакали, то в семье растет небинарный веган Бля. полиамор. А, нет, все-таки больше. Но если Ладно. вы думали, что Threads это просто сточная канава для платиновых мыслей людей, которые еле составляют слова в предложение, то вы ошибаетесь. Это еще и дайвинчик для бумеров. Один из самых Ой, популярных нет. типов Я видела сейчас в ТикТоке, чуваки, ну не сейчас, а уже давно, как я понимаю, и это стало их любимой категорией контента. Они берут посты из тредсов, особенно там, где люди ищут себе партнера по очень дичайше странным критериям, и они это все читают, обсуждают, читают комментарии. сообщений. Ищу девушку. Ищу девушку, чтобы жениться, требования к невесте, Ага. умеет мощно торговаться, О. любит целый дождь. Первый пункт Первый интересный. день не умеет водить автомобиль. Сам научил любить животных и меня по возможности Ага. не поднимает руку. Ташкент ищу Главное, чтобы не поднимала руку. девушку для друга. Он холостой, если что, отзовитесь, Ага. познакомимся, а там дальше посмотрим. Девушки, вы где? Ищу девушку симпатичную, которая верит в Бога, любит искренне. Мне 40 лет, ищу девушку 37-38 лет. Ищу жену день первый, умею готовить и шутить. Так что Отлично. эпидемия мужского одиночества коснулась не только немытых чуханов с Почему они именно такие посты и делают пожилых странные? обладателей аллопеции, которые, отчаявшись, пытаются найти себе немножко женского тепла в море постов от тарелочниц. Ну, Анохину и в духе отметьте. Threads некоторые пользователи стали придумывать на горячую тему шутки в лучших традициях страницы с анекдотами в журнале «Зятёк» за 2004 А ну, год. а ну, а ну. Ищу девушку, можно бу. Блядь! Почему это Это Одноклассники? Это ВК образцов каких
древних лет. Вы чё? 1987 года. Ищу Ёб твою мать. девушку, в будущем станет женой. Мои требования. Ага. Вес 44. Сколько вес? Так нет, подожди. Ты требуешь такой вес, чтобы ты мог вынести ее из ЗАГСа на руках. А мы не можем эту хуйню развернуть? И вместо анорексичной нездоровой девушки 168 сантиметров роста, 44 килограмма весом, которая вряд ли до этого ЗАГСа в принципе дойдет, ее придется везти туда, чтобы ты набрал мышечную массу, подкачался и вынес на руках, ну, нормальную девушку, которая весит нормально на свои пропорции. 4,47. Готовка не обязательно сам накормлю. Так если ты хочешь, чтобы она столько весила при таком росте, ты не будешь ее кормить. Это скам. Он специально пишет, готовка не обязательно, чтобы девочка не умела готовить, сама себя прокормить не могла, и он ее морил голодом и держал в этом кружочке веса. Чтобы мог Вот и вынести думайте. из ЗАГСа на руках. Рост от 164 до 168 сантиметров. Готовка Антоха, не нет, обязательно. так не катит. Сам накормлю. Прочитал как-то, что если ущипнуть девушку за попу в метро, то 1 из 100 станет вашей женой. Кажись, придется Что? скоро пробовать данный варик. Вроде Где пару ты это месяцев прочитал? назад смельчак воплотить эти сальные Сумасшедший. фантазии уже нашелся. Но теперь за попу его самого будут щипать матерые зэки. Поиск женщин зашел так далеко, что в Threads стали создавать аккаунты-боты для знакомств и размещать гораздо более кринжовые анкеты. Хотя, А ну, казалось бы, куда уж будет там. привет? Разбираюсь в машинах Ёб лучше, твою чем мать. в женской Ага. логике. Ищу девушку, Отлично. которая объяснит мне разницу между ничего и все нормально. Сейчас такое Что? поколение, как будто никому ничего не нужно. Я ищу спокойную, домашнюю, верную, мою. Знаю все о зерне и температуре Они заваривания. пишут такие абсурдные вещи. Почему у них у всех еще 2 фотки? Максимально уебищные с одного места с разницей в 10 секунд между ними. Но до сих Заметили, пор у не каждого нашел такая свой идеальный пара рецепт фотокарточек. отношений. Ищу девушку, которая разбудит меня лучше, чем двойной эспрессо. Текст явно вдохновлен клубом романтики и написан нейросетью, а не живым человеком. Но такого добра в соцсети навалом. Окей, как вы уже поняли, Threads — это такой идентичный натуральному аналог Одноклассников, где уровень дискуссии находится на некомфортном уровне крайне высоких слоев интернета. У нас спор с Вероникой. Вот Так. у меня вопрос. Должен ли я опускать стульчак, если для меня его не поднимают и не собираются? Тебе, блядь, кран строительный поставить в туалете, который будет тебе по кнопочке поднимать стульчак или что? Ты не справишься? Ты не можешь поднять, опустить? Столько высоких, что обычное твиттерское обсуждение по сравнению с Threads кажется интеллектуальной беседой. Вот, например, образец типичного контента. Всем привет! Я в 2024 году вела календарь пердежей Что своего ты парня со делала? штрафом. Всем спасибо, всем пока. Пердежи Кирилла. 14 марта. Звонкий. Ёб твою мать, я умоляю, а можно мне настолько много свободного времени и настолько пустую голову от любых мировых проблем и проблем в своей жизни, чтобы, ну, я просто могла сутками лежать, скроллить ленту в Инстаграме и ТикТоке нормисном и вести сводку по пердежам парня, ну что... Вонючий пердеж после слов. Блять, как «Я хорошо иногда быть штраф». тупым, ну правда. Быть тупым, ничем не занятым, с пустой башкой, в которой только ветер вот просто гуляет. Блин. Это, наверное, такое счастье, ну правда, ну и представьте, у тебя ничего в голове нет, ты просто лежишь и считаешь пердежи парня, ну тебе не надо... 50 рублей. 15 марта. Невероятно. Незаметно Иванючий пукнул во время просмотра «Орла и решки». Штраф 50 Могу вести сводку по пердежам Гадахидоме на стримах, не надо? У меня стул скрипит. рублей. 17 марта. Напердел и рыгнул, Считай когда скрипы попросила стула. дать краба. Штраф 60 рублей. 18 марта. Перданул передо мной и Никитой на улице. 100 рублей. 18 марта. Очень некрасиво и мерзко Ага. перданул рядом со мной. 60 рублей. 18 марта. Пока я лежала возле его задницы, очень громко пукнул, затягиваясь айкосом. Мгм. 10 из 10. Штраф 79 рублей. Мгм. 19 марта. Перданул во сне тухлыми яйцами. 100 рублей. 21 А почему ты его тухлыми яйцами кормишь, марта. девочка? Перданул, пока Не я надо. лежала возле его жопы. Нет, подожди, если у него, в принципе, такие проблемы с пердежом, то, ну, мне кажется, стоит проследить за здоровьем. Мне кажется, там внутри что-то, ну, не очень хорошо Лайк, 100 рублей. 1 происходит. апреля. Перданул И это почти знаки. с подливой рядом со мной и Димой, после чего обосрался в туалете. 100 рублей. И да, я, как и вы, не ожидал, Блять, мне кажется, у него несварение, либо ты его травишь все это время, нет? что в Threads мне удастся обнаружить аж целый фейковый аккаунт Юрия Хованского. Чего только не найдешь в этой прекрасной Хованский? соцсети. Повышенный уровень тупника не Явно с случайность. желудком. Так реально там как будто чувак просто, ну, больной, у него что-то не так с,
ЖКТ или Берг что изначально такое. позиционировал Threads как соцсеть для нормисов с добротой и без срачей. Антитвиттер в любимом мета и корпоративном стиле. Буквально так и сказал. Цель Threads — создать открытое и дружелюбное публичное Алина, офни эту хуйню. пространство для общения. Мы надеемся взять лучшее, что есть в Instagram, и создать новый опыт общения, основанный на тексте, идеях и обсуждении того, что вас волнует. Ну, а волнуют, значит, массового пользователя половые вопросы, туалетные вопросы и, конечно же, волчьи цитаты. Ау. Если твои друзья употребляют вредные Так. вещества и бездельничают, если твои друзья не имеют амбиций и не стремятся к чему-то в жизни, если у твоих друзей лишний вес и они мешают тебе как? ходить... Подожди, а как они представляют, что друг с лишним весом мешает ходить в спортзал? Он типа становится в дверной проем и просто не выпускает тебя из дома или что, блять? Ну, так что это за пункт? У них лишний вес, и они мешают тебе ходить в спортзал. Как это вообще? Мотиватор.тв, что? От политики Threads удерживает модерация. Что Изначально это? там зарегистрировалось много базовичков из Твиттера, но обычно на них реакция была такая. Ваш тред в Threads удален. Мы удалили ваш тред, поскольку он противоречит нашим правилам сообщества, касающимся разжигания ненависти и использования символов Вот так вот. ненависти. Если вы изучите и будете следовать нашим правилам, вы сможете предотвратить удаление в вашей учетной записи. Да и местные вообще не котируют политику. Если она туда и попадает, то в очень странном виде. Попалась сторис, как знакомые бухают в баре Зинзивер на фоне российского флага. А вы говорите, ради чего? Вот честное слово. Пофиг, еще хоть 10 лет буду жить в Европе без документов, вообще не обломаюсь. Все равно это лучше, чем сидеть сейчас в Москве и пить настойки под триколором. Но это все еще интернет, так что, Не хотя хочу политика комментировать. находится под таким же негласным запретом, как в иной автократии, но срачи самозарождаются все равно. Вот один из них, который начался на абсолютно ровном месте. Дорогие мамы девочек, Так. донесите до своих дочерей, что юноша Так. в 15-16 лет еще живет на иждивении родителей, и Так. его родители совершенно не обязаны давать ему регулярно деньги на удовлетворение хотелок ваших девочек. Я все понимаю, что когда юноша идет гулять с барышней, он может купить кофе или прохладительные Ой-ой. напитки, но не обязан, к примеру, вести девушку в кафе, кормить ее за свой счет и отправлять домой на такси. Повторюсь, речь идет о подростках, а не о Подожди. взрослых мужчинах. Я, как мама девочки... Подожди, а как... Я не понимаю, кто в 15-16 лет идет быть тарелочницей за счет 15-летнего мальчика, который возьмет на это деньги с обедов, которые ему мама дала, или что? 15 лет поясню то, чего вы не видите. Ваш мальчик уже выбирает тех девочек, которых не тянет. Блять, мальчик выбирает девочек, которых не тянет. Да в смысле, как он априори может тянуть, если ему 15 лет, у него нет своих бабок даже? Вы с ума посходите? Что вы несете? Не он плохой, Ребят, а ну девочки, зачем? а точнее мамы девочек. Зачем вы вот эту вот тему денег, тарелочниц и вот этих вот нездоровых взаимоотношений мужско-женских перекидываете еще и на подростков мелких? И уже судите, кто кого тянет, а кто кого не тянет. Ну, Вы же к ним обращаетесь. Это ж по так не вашему работает, не мнению. должно это так Потом работать. такие мальчики, когда вырастают, называют девочек меркантильными и тарелочницами. Все благодаря таким мамам, которые считают, что не боже. мальчик должен думать, как ему девочку угощать, А почему он в 15 лет должен думать, как ему угощать девочку? Ну, камон, 15 лет твоя мама дала тебе деньги на обед, и его мама дала тебе деньги на обед. Все, вы пошли, скинулись, купили себе пиццу. В мое время, по крайней мере, так было. Мы просто, если хотим что-то купить, никто ни за чей счет никуда не ходил, просто скидывались, и все. Потому что мы дети, у нас нет своих денег, мы не думаем, как потянуть друг друга. Что Девочка это? должна довольствоваться тем, что может дать этот мальчик. Чувствуете, как потянуло плесенью из одноклассников? Открылся портал в ад. Вспомнив старые срачи, почетные пользователи Threads разделились на два лагеря по половому признаку детей. И перепалка началось. выродилась в абсолютно проклятое обсуждение того, кто корзина, кто тарелочница, кто Отлично. продажная, кто мать тарелочницы или корзинки. Дорогие мамы девочек-подростков, если вы учите своих дочерей, что даже в этом возрасте нужно общаться только с мальчиками, которые платят на свидание,
свиданиях, и только потому, что они платят, я научу своего сына, что только если он платит, с ним Не, это пойдет какая-то любая. дичь. Вы учите своих продаваться, я научу Это- своего покупать. А мы-то все Блять, ну что за дичь? Зачем вы на детей? Вот это все. Ой, мне это не нравится вообще. Где Кринж же полный. гнездо у этих тюбиков и мамочкиных корзиночек? Откуда же они все лезут и лезут? А это вот такие милые женщины их растят. Ну так и будете жить с вашим сыночкой сама. А дальше пошли продвинутые Так я не понимаю, ну, в смысле, они докапываются буквально к тому, что мама этого мальчика должна оплатить ему свидание с какой-то девочкой со школы. Ну что за бред? советы по ВСЖ воспитанию. Дорогие мамы мальчиков, донесите до своих мальчиков, что девочки вообще ничего им не обязаны, что Мгм. гормональное безумие мальчиков и их желание совать во все щели не проблема их одноклассниц. Нет, ну в этом плане, да, надо следить за ребенком, но... Одногруппниц. И если они не могут себе позволить ухаживать за девочкой, И тут внезапно про ухаживание уже опять начинается. Да о каких ухаживаниях может идти речь? то пусть идут учиться и работать, а не клянчить деньги Вы у еще родителей и микрочелики. агрессировать в адрес девочек, которые не хотят за стаканчик кофе отдаваться в ближайших кустах. Научите своего присыночку работать и зарабатывать свои деньги. А то гулять с девочкой хочет, но в сухую. Да, блядь, ну... Я не знаю, я понимаю, да, есть ситуации, когда кто-то начинает работать уже с очень раннего возраста, ищут лазейки какие-то, еще что-то, с 15-16, кто-то еще раньше. Такие есть. Но не все поголовно дети в 15-16 лет, да даже с 18 не все начинают зарабатывать свои личные деньги. А вы хотите в 15 лет, чтобы пацанчик учился и зарабатывал свои деньги на то, чтобы водить девочку на свидание? Я не понимаю, это очень все бредово звучит. Сыну 10 месяцев, начало откладывать ему на свидание. И когда, казалось бы, подъездные кибербабки обменялись своим важным мнением о том, кто же все-таки должен платить за кофе и как нужно ломать через колено свою корзиночку с малого возраста, в диалог вступили простые, копеечные постсоветские мужички, и пошла глубокая анал-итика, написанная сознанием дела. Тарелочница в 14 лет, анлифанщица в 18, эскортница в 25, одинокая до конца жизни. Это все... Это такая, знаете, временная шкала просто должна быть. По пунктикам вот это все расписано, и это вот сценарий на жизнь, я правильно понимаю? Все должно вот в тайминг произойти. Мамы девочек 15-16 лет Мгм. давно повозили их по Дубайском и теперь ищут, кому выгодно сдавать, даже если сами живут в гнилой развалюхе 1930 года, паркуя семейный драндулет прямо в луже. Что значит не тянет Я не понимаю. 16-летнюю девочку? Вы что там эскорниц с детства растите? Совсем уже Это сдурели полный на бред. почве бабок. Модерация в паре сдала сбой. Не, и это битва говна и мочи, я вам честно скажу, что те в тупые. обсуждении стали появляться предложения, как мальчику решить свои проблемы с личной жизнью. Я, конечно, Нифига, нафига мальчикам ровесницы пусть идут лесом? У нас мил в стране непочатый край, им деньги не нужны, они сами заплатят. такое глубоко осуждаю и не буду показывать скрины. Скажу только, что в итоге Ужас. обе стороны наговорили друг Просто другу ужас. гадости и разошлись по углам жаловаться, что как-то оно плохо получилось. Другая особенность Threads заключается в большом, эффективном представительстве иностранных специалистов. Вряд ли Цукерберг это именно так задумывал, но его новая соцсеть привлекла огромное количество людей из СНГ, которые сразу же стали демонстрировать толерантность и понимание. Как вы думаете, что мы делали на Трухановом острове? Ебались в жопу! Один мой знакомый еврей очень восхищался киевским метро, потому что там повсюду говорят «шалом, не пассажирипс», там говорят «шановни». Говорит комьюнити одновременно на русском и украинском, но некоторые части только на украинском. Иногда это происходит потому, что это не украинцы. Это уже культурный шок, это реально туалетная бумага! Кто-то ею пользовался! Юзер оказался финном, который... За что наебка Буховской? Алло. А в чем? А Буховскую не трогай. Это туалетная бумага! Кто-то ею пользовался! Юзер оказался финном, который случайно чуть не начал кампанию отмены против себя за то, что покусился на святое, один из самых народных брендов туалетной бумаги в стране. Но он быстро оправдался тем, что учит украинский и не знает и не будет переводить с русского. Зато против самой обуховской туалетной бумаги, вернее ее российского варианта, пошла кампания отмены в других частях интернета. Но это... Они кэнселят туалетную бумагу? Вы... Алло. Чуваки буквально кэнселят самую дешевую туалетку, которой уже сколько миллионов лет
насколько Отдельная она история. древняя. Понятно, что Вы вопрос чё? языка и вопрос войны один из самых острых, и как политику не запрещай, она все равно будет пробираться в дискуссию. Девушки о запрете абортов. Мое тело, мое дело. Мужчины о принудительной мобилизации могут говорить так. Бля. Он не мог другую какую-то зеркалку выбрать. Это ведь весьма разные вещи. В плане... В случае женщины это в тебе растет что-то вот другое, инородное. Ну, блядь. В тебе новый организм создается, растет. Принудительная мобилизация. Ну это что? Как он это связал? Нет, я понимаю, он бы придумал какую-нибудь другую зеркалку с хотя бы похожими темами. Но... Что Вы это? можете не только говорить, вы можете уехать в другую страну, где мобилизация вас не достанет. Границы закрыты, выезд $15 000. Ищите деньги. Ребенок стоит гораздо дороже, а если больной родится, в разы дороже. Гражданин, конечно, совершил большую ошибку, подняв такую тонкую тему. Потому местная комьюнити... Да нет, похуй на тему. Он просто как идиот сравнил две несравниваемые вещи. подробно Вот и всё. объяснила, что он не прав. А военком в курсе, что кто-то в трец балуется? А могли и Большинство споров об абортах — это обсуждение, эмбрион считается человеком или нет. А тут говно какое-то. Да тут чел просто под себя насрал таким сравнением. настучать в ТЦК. Слава милосердным ВСЖ тетям с раком. Среди других развлечений комьюнити бросать плотную зигу, то есть перекрашивать черных актеров в белых, требуя отмены дайверсити кастинга в сериале по Гарри Поттеру. Хочу доказать, что вопрос заключается не в цвете кожи. О, Конечно, боже, конечно. блядь. Попросила чат Гипит создать папу и Сиду с белой кожей. И что, подходит под Это опасно оригинальный на образ? Твиче? Идея оказалась слушать. популярной. Автор Ку стали просить делиться Это очень промптами, страшно. чтобы обойти ограничения политики чат GPT на перекрашивание кожи. А как вы заставили чат менять цвет кожи? Мне он выдает, что менять этнос человека на фотке неэтично, и делать этого он не будет. Это он у вас какой-то этичный. Я рад, что хотя бы Тарзан и Маугли навсегда останутся оригинальными персонажами без Ай, российской повесточки. не А знаю, также комьюнити я- развлекается тем, что разбирается с тонкостями интерфейса новой соцсети. Что мне нравится в Тредсе, так это то, что видно, после какого поста на тебя подписались. Причина подписки — ваше сообщение. Мне сегодня предложили продать свои ношеные трусики. Это нормально или стрёмно? Автоматическая подписка и лайк. Другое крупное нацкомьюнити в Threads — казахо-киргизская, которая, в отличие от украинцев, всегда говорит на чистом русском, с неожиданной местной спецификой. Доброе утро. Я по объявлению из Трец. Мне нужно дочку подготовить к IELTS. Подскажите Так. стоимость обучения и какой формат? Доброе утро. Подскажите уровень, цель и дедлайн, пожалуйста. 3 раза в неделю по 1,5 часа. В месяц 50 тысяч за 12 занятий. Анохи на 18 часов. 1000% у нее купили трусы. Нурбек, сразу хотел спросить, бартером можно платить? У меня просто в Шаптыкале есть барашки. Хотел предложить Какие отправлять барашки? вам по барану в месяц за обучение, если вы в Астане. А как началось ваше Нихуя утро? себе. Что думаем, соглашаться или нет? Как говорится, и студенты довольны, и учитель сыт. Кстати, подавляющее большинство предложений о знакомствах в Threads, которые мне попадались, составляли казахи. Но что ждет казахскую женщину после обретения семейного счастья? Муж говорит, что пойдет в компы, и час стоит $250, кто в курсе. Реально ли такая цена? Это, если честно, то это забавно. Это очень похоже на вот на зеркалку, знаете, когда женщины, типа, идет женщина на маникюр и говорит мужу то, что там, ну, мне $500, знаешь, на маник нужно. Это реально все так стоит, да-да-да. И чувак звонит подруге и спрашивает, типа, реально 500 стоит? 500, так это еще дешево, ну, типа, я вообще за 700 хожу. Это буквально идентично. Филд еще $100 доплачивать нужно. Или вот такое. Вот мужики ноют, накормить не могут, тарелочницами обзывают. А Так. мой закрыл кредит 3 миллиона, оформил на Ай-яй-яй. себя рассрочку 350 тысяч. Когда по работе факап Ну случился, и герой. полностью содержал меня и мою Не, ну дочь. ладно, И это он достойно. не миллионер, а просто мужчина с большой буквы. Сейчас мы женаты, у нас родился совместный ребенок. Поэтому не слушайте всяких и не занижайте своих стандартов. Тем более не переживайте, если вы в разводе и у вас Ну. дети. Есть достойные мужчины. Неожиданно после тредов мамок о том, что мужчина никому не должен. Или же нас ждет внезапный поворот. Девочки, отмена. Яхс теперь, что является маркером надежного мужчины. Этот руку... Нет, это ужасно, это очень плохо. Я осуждаю насилие в любом виде, но этот контраст между двумя этими текстами от одного и того же человека.
Я не знаю. На меня поднял, развожусь. Ну и похуй. Threads — явление своеобразное. Это уже не первая и даже не вторая попытка уничтожить Twitter, которые предпринимали еще до Маска. Собственно, уже были децентрализованные Mastodon и Blue Sky, причем последний помогал создавать бывший глава Твиттера Джек Дорси. Но в Mastodon сидит 2,5 миллиона активных пользователей, в Blue Sky 3,5, Threads на 25 год их 33 миллиона, а в Твиттере 260 миллионов. Проблема Threads в том, что это не социальная сеть, а еще один маркетинговый канал за авторством Цукерберга. Фактически это микро-фейсбук или текстовый Инстаграм. Там только алгоритмическая лента, нет такой, которую подбираете вы. Он сует вам под нос контент, который вроде бы должен вас развлекать, но по факту он больше наводит тоску. Собственно, поэтому от 100 миллионов моментально остался огрызок аудитории. Даже Цукерберг там постит пару раз в неделю, когда ему напоминают, что надо. Для формата микроблога это провал. Маск в Твиттере постит как заведенный, потому что это интересно и вызывает реакцию аудитории, а не желание заснуть от скуки. Вот вам последний гвоздь в гроб. Нет, Threads это мировая ошибка. Там прям очень... я не понимаю, я никогда этим не воспользуюсь. И люди, которые там сидят, это для меня тоже мега странные ребята. Даже невозможно собрать Гитлера. Не говоря уже об активной аудитории, интересном контенте или репутации. Но кринжа нафармить можно. А еще можно поставить лайк, подписаться на канал, телегу по ссылке в описании и... Ну, блин. Тупое говно тупого говна, мой вердикт. Эти ваши тредсы. Мировая ошибка, я надеюсь, их закроют.